Всем привет! Сегодня модель советского штурмовика времен Великой Отечественной войны Ил-2. Ил-2 созданный в УКБ-240 под руководством Сергея Илюшина. Самый массовый самолет в истории авиации. Было выпущено больше 36 тысяч штук. Серийное производство началось в феврале 1941 года на заводе номер 18 в Воронеже. В ноябре 1941 года этот завод был эвакуирован в город Куйбышев. Более 70% выпущенных самолетов Ил-2 выпускалось в Куйбышеве. Конструкторы свое детище называли летающий танк. Немцы называли бетонный самолет, либо черная смерть. В 1939-1940 годах было выпущено два экземпляра самолета, получившего название БШ-2, бронированный штурмовик. Однако приемочная комиссия не уделила тогда должного внимания защищенности самолета, которое было принесено в жертву дальности, мощности вооружения, а также бронированию. Первые же бои показали высокую эффективность наступательного вооружения самолета. Обладая даже небольшим количеством этих штурмовиков, командование использовало для нанесения мощных ударов по скоплениям противника, а также по маршевым колоннам. Тем не менее, немецкие истребители довольно быстро нашли ахиллесову пяту Ил-2. Практически с первых дней войны в УКБ стала поступать информация о больших потерях штурмовиков, лишенных истребительного прикрытия. Несмотря на хорошую бронезащиту и маневренность, одноместные штурмовики несли большие потери от истребителей противника. Вражеские истребители подходили в основном либо сзади, либо сбоку и в упор расстреливали кабину летчика из пушек и пулеметов. Но только в 1942 году Илюшину было предложено возвратиться к разработке двухместного варианта самолета. Между тем, не дожидаясь новых машин, в штурмовых подразделениях самостоятельно переделывали одноместные самолеты в двухместные. Часть фонаря за кабиной пилота снималась, делался вырез в фюзеляже и устанавливалась пулеметная установка. К весне 1943 года единственными бронецелями, с которыми Илы еще могли успешно бороться, применяя пушечное вооружение, осталось лишь легко бронированные машины, бронетранспортеры, а также САУ и противотанковые САУ, созданные на базе легких танков. Сами легкие танки уже были вытеснены средними и тяжелыми танками. В связи с целью повышения противотанковых свойств штурмовой авиации Красной Армии постановлением ГКО от 8 апреля 1943 года завод номер 30 обязывался выпускать двухместные штурмовики Ил-2АМ-38Ф с двумя пушками калибра 37 мм вместо 23 миллиметровых орудий. Боекомплект к пушке НС-37 состоял из патронов с бронебойно-зажигательно-трассирующими и осколочно-зажигательно-трассирующими снарядами. Бронебойные снаряды предназначались для поражения наземных бронированных целей, а осколочные для поражения воздушных целей. Кроме того, для новой пушки был разработан и подкалиберный снаряд, обеспечивающий пробитие брони толщиной до 110 мм. Двухместные самолеты Ил-2 с 37 миллиметровыми орудиями впервые были применены против скопления вражеских танков и мотопехоты на Курской битве. Хотя широко разрекламированные поражения танков от артогня авиации вряд ли было таковым.
Поражение тяжелых танков из авиационных пушек могло происходить только при прямом вертикальном попадании в крышу танка. И фактически потери от танков от артогня авиации за войну составляли 4-5%, хотя в отдельных операциях потери могли достигать и 10-15%. Дело еще в том, что пушки калибра 37 мм имеют большую отдачу. К тому же они отнесены довольно далеко от продольной оси самолета. И при стрельбе из одной пушки самолет начинает разворачивать, а при стрельбе из двух только первый снаряд попадал в цель. В результате при стрельбе получается сильное рассеивание снарядов, и прицельный огонь по таким малоразмерным объектам, как танки, весьма затрудняется. Так, например, во время испытаний Ил-2 с пушками НС-37, что поражение танка возможно, но из всего боекомплекта только несколько снарядов поражали цель. Эти пушки были довольно громоздкими и тяжелыми, что привело к существенному снижению бомбовой нагрузки и максимальной скорости самолета. Построено было более 1000 таких самолетов. Их старались применять против немецких танков, но практика показала, что наилучшим оружием для уничтожения бронетехники являются не пушки, а авиабомбы ТАБ.